Если смотреть с точки зрения экономической теории, того, как работают цифровые платформы, на самом деле, конечно, можно ожидать того, что это будет, ну, если не монополизация, то как минимум олигополизация. Потому что особенность цифровых платформ заключается в том, что там есть так называемые сетевые эффекты. Поскольку практически все платформы, двухсторонние рынки, они сводят с одной стороны клиентов, которые хотят купить какой-то товар, а с другой стороны многочисленных продавцов. И почти все цифровые платформы на самом деле работают вот в такой вот парадигме двухсторонних рынков, когда есть одна сторона, другая, и находят друг друга на платформе. И цель платформы на самом деле оптимальным образом соединить между собой участников двух рынков. Когда работа описана таким образом, там возникают сетевые эффекты, потому что чем больше клиентов у вас с одной стороны и с другой стороны, тем вам же, как участнику этой платформы, выгоднее. Условно, если вы пользуетесь ВКонтакте как социальной сетью, чем больше людей других пользуются этой социальной сетью, тем больше вы, как клиент, как потребитель, получаете от этого и от этого выигрываете напрямую. И поэтому, когда у вас стоит выбор между подключиться к платформе, в которой уже много клиентов, и в платформе какой-то новой, где мало клиентов, естественным образом пользователи подключаются к платформе, в которой больше клиентов, потому что просто действительно реально больше от этого выигрывают, их благосостояние от этого повышается. И когда есть такие сетевые эффекты, практически всегда это в итоге приводит к, ну, если не монополизации в лице одного игрока, то 2-3, но не больше игроков. У цифровых платформ у них еще одна особенность, что предельные издержки на обслуживание дополнительного клиента практически ноль. Если я создал инфраструктуру, социальную сеть, у меня там 1 миллион пользователей или 1 миллион один, практически издержки на поддержание этой сети, они почти те же самые. И вот сочетание сетевых эффектов и практически нулевых предельных издержек приводит к тому, что вот по всем экономическим канонам вы должны наблюдать монополизацию этих рынков. И это на самом деле ставит регуляторов в такое сложное положение. Потому что, с одной стороны, монополия — это плохо, потому что меньше конкуренции, и тогда, может быть, услуги, которые предоставляются клиентам, не такого высокого качества. А с другой стороны, стандартные методы, которые привыкли антимонопольные агентства оперировать, там, взять и поделить пополам, как это бывало там уже не один раз в 20 веке. Здесь не работают, от этого напрямую пострадают клиенты. Если я сидел в социальной сети, там, допустим, ВКонтакте, вдруг по решению партии и правительства оказалось, что половина моих друзей в другой социальной сети, потому что так решили, поделили пополам, я буду сильно недоволен уже как клиент. Конечная цель антимонопольного регулирования — это увеличение благосостояния все-таки потребителей. Поэтому здесь требуются абсолютно другие подходы, которые, с одной стороны, уменьшали негативный эффект от монополизации рынков, с другой стороны, принимали во внимание вот эти сетевые эффекты, которые приводят к тому, что чем больше клиентов у платформ, тем лучше самим же клиентам.